В самом сердце Новой Шотландии, где хвойные леса встречаются с суровым дыханием Атлантики, раскинулась небольшая деревушка. Это было место, где время словно застыло в янтаре, а люди жили по законам прилива и отлива. Зимы здесь были не просто временем года, а испытанием на прочность. Ветер, приходящий с океана, приносил с собой запах соли и ледяную крошку, которая забивалась в каждую щель бревенчатых домов. Именно здесь жил мужчина по имени. Он не был похож на типичных суровых колонистов. В его глазах отражалось спокойствие вековых сосен, а в движениях чувствовалась осторожность человека, который уважает силу окружающего мира. Его дом стоял на самом отшибе, у кромки древнего леса, который местные называли «шепчущим». Однажды утром, когда небо едва начало окрашиваться в тусклый свинец, Федор отправился к реке. В ту зиму морозы чередовались с внезапными оттепелями, превращая лед в коварную ловушку. Река, обычно бурная и своенравная, едва успела покрыться тонкой коркой, похожей на хрупкое стекло. Федор медленно вел свою старую деревянную лодку, пробивая путь веслом, как вдруг тишину рассвета разорвал звук, от которого кровь застыла в жилах. Это не был треск дерева или шум обвала. Это был вопль, глубокий, гортанный, полный первобытного ужаса. За поворотом реки Федор увидел его. Огромный медведь-гризли, истинный хозяин этих мест, оказался беспомощен перед стихией. Он провалился в полынью, и ледяная вода сковывала его могучие мышцы. Медведь отчаянно бил лапами по кромке льда, но тот крошился под его огромным весом, увлекая зверя обратно в черную бездну. Федор замер на секунду. Разум шептал об опасности. Это хищник. Один удар лапой, и ты труп. Но сердце диктовало иное. Он видел в глазах зверя не ярость, а мольбу. Каждая секунда была на вес золота. Федор, рискуя перевернуть лодку, подобрался к самому краю полыньи. Используя багор и крепкие веревки, он начал помогать зверю найти опору. Лодка стонала, лед трещал. Но Федор, забыв о себе, тянул и толкал, направляя медведя к более прочному участку. Зверь, словно почувствовав спасительную волю человека, перестал метаться и начал действовать слаженно с ним. Наконец, с тяжелым всхлипом воды, медведь вывалился на твердую поверхность. Когда оба, и человек, и зверь, оказались на берегу, Федор увидел, в каком плачевном состоянии находится лесной гигант. Медведь был истощен, его шерсть превратилась в ледяной панцирь, а дыхание было прерывистым и слабым. Он не пытался напасть, он просто лежал, уткнувшись мордой в снег. Федор не мог оставить его здесь. С огромным трудом, соорудив подобие волокуш и используя лодку, он доставил полуживое животное к своей хижине. В доме его ждал маленький сын Егор. Мальчик, чье детство проходило среди рассказов о лесных духах, встретил гостя не страхом, а широко открытыми глазами, полными сострадания. «Папа, он настоящий», — прошептал Егор, наблюдая, как отец затаскивает зверя в утепленную пристройку. «Он — часть этого леса, сынок, и сейчас лесу нужна наша помощь». Следующие недели стали для семьи настоящим испытанием. Медведя, которого Егор назвал Борисом, нужно было выхаживать. Мальчик стал главным помощником отца. Он чистил рыбу, приносил свежую воду и часами сидел у порога пристройки, разговаривая с медведем. Федор использовал это время, чтобы преподать сыну самый важный урок в жизни. «Смотри, Егор», — говорил он, накрывая дрожащего зверя старым одеялом, — «в мире много силы, но истинная сила заключается в милосердии. Мы не выше животных, мы их соседи.
Если ты поможешь лесу, лес когда-нибудь ответит тебе тем же». Борис постепенно восстанавливался. Его глаза приобрели былой блеск, а мощь вернулась в лапы. Наступил день, когда Федор понял — пора. Природа звала медведя обратно. Когда дверь пристройки открылась, Борис долго стоял на пороге, глядя на Федора и маленького Егора. В этом взгляде было нечто большее, чем инстинкт. Затем он медленно, не оборачиваясь, скрылся в густых зарослях ельника. Прошли годы. Федор состарился, его руки покрылись сетью морщин, а походка стала тяжелее. Егор же вырос в крепкого, отважного, молодого человека. Он стал точной копией своего отца, таким же молчаливым, глубоким и бесконечно преданным родным лесам. Он знал каждую тропку, каждое гнездо птицы, но таинственная связь с Борисом осталась в его памяти, как самое яркое воспоминание детства. Зима в тот год была особенно свирепой. Метели заметали дороги по самые крыши, а мороз сковывал дыхание. Егор, решив добыть свежей рыбы к ужину, отправился на дальнее озеро. Он шел на лыжах, наслаждаясь тишиной белого плена. Однако природа умеет быть коварной именно в те моменты, когда ты чувствуешь себя в безопасности. На середине озера, где обычно лед был толщиной в локоть, оказалась невидимая под снегом промоина, результат деятельности подводных течений. Один шаг, и тишина взорвалась треском ломающегося льда. Егор ушел под воду мгновенно. Ледяная вода обожгла тело, словно тысячи раскаленных игл. Тяжелая зимняя одежда, намокнув, потянула его на дно, как якорь. Егор пытался зацепиться за края льда, но пальцы не слушались. А лед крошился под его весом, как и тогда, много лет назад, под лапами медведя. Холод проникал в самые легкие, сознание начало затуманиваться. В голове промелькнула мысль о старике-отце, который ждет его дома. И в тот момент, когда надежда почти угасла, небо над полыньей закрыла огромная тень. Сильная, когтистая лапа, чья мощь была способна дробить камни, осторожно, но невероятно крепко вцепилась в плечо юноши. Сверхъестественным рывком нечто вытащило Егора из ледяной могилы и отволокло на несколько метров от опасного места. Егор лежал на снегу, жадно хватая ртом морозный воздух. Когда он смог открыть глаза, он увидел перед собой исполина. Это был медведь, огромный, с седой проседью на морде и знакомым шрамом на ухе. Его глаза, мудрые и глубокие, смотрели на Егора с той же теплотой, с какой когда-то маленький мальчик смотрел на больное животное в своей хижине. Борис не ушел сразу. Он стоял рядом, загораживая юношу от пронизывающего ветра своим телом, пока тот не пришел в себя. Медведь издал тихий, почти гортанный звук, который Егор помнил всю жизнь. Так Борис благодарил их в детстве за еду. Это был круг, который, наконец, замкнулся. Едва держась на ногах, Егор добрался до дома. Федор, увидев промокшего и бледного сына, все понял без слов по одному, лишь его взгляду. Он пришел. «Отец, он спас меня», — только и смог вымолвить Егор. Старик улыбнулся, и в его глазах блеснули слезы гордости. Вечером того же дня Егор, несмотря на усталость, взял самую крупную рыбину из своих запасов и отправился к опушке леса. Он оставил ее на большом камне, где лес начинал свой таинственный шепот. Он знал, что Борис где-то рядом, в тенях деревьев, наблюдает за ним. С тех пор в этой части Новой Шотландии люди рассказывают легенду о медведе и человеке, чьи судьбы переплелись в ледяной воде. Эта история передается из уст в уста, как напоминание о том, что доброта — это не слабость,
а самая мощная сила во Вселенной. Она не имеет срока годности и не знает границ между видами. Федор и Егор продолжали жить в своей хижине, но теперь они знали, они никогда не будут одиноки. За каждым их шагом в лесу приглядывал верный страж, старый Борис, который помнил тепло одеяла и вкус рыбы, подаренной в самую холодную ночь его жизни. Любовь к природе вернулась к ним старицей, превратив их жизнь в прекрасную сказку, написанную на снегу и льду самой судьбой. Дорогие друзья, эта история напоминает нам, что мир намного мудрее, чем мы привыкли думать. Если вам понравился этот рассказ о верности и великом спасении, пожалуйста, поставьте лайк. Это лучшая награда для автора. Подписывайтесь на наш канал. У нас каждый день выходят новые авторские истории, которые согревают сердце и заставляют верить в чудеса. А вы верите, что животные могут помнить добро десятилетиями? Напишите свои мысли в комментариях, мы обязательно их прочитаем.